Чем же гордится Англия? Или, по вашему мнению, в чем состоит ее изюминка? Сегодня я поделюсь с вами одним секретом. Секретом идеального английского газона. И для этого я, Люкреция Кей, возьму вас в путешествие из Средневековья до наших дней. Жизнь в средневековой Англии была далеко не спокойной. И навряд ли английские газоны в те времена отличались от травяных лугов континентальной Европы. Английские газоны зародились внутри монастырского садика и внутри стен замков, представляя собой лужайку, по которой на свежем воздухе прогуливались рыцари и мечтающие дамы. Во времена Тюдоров знатные и богатые вельможи засевали травой холмы, с которых открывался вид на великолепие богатых усадеб. А с усадеб на застеленные зеленым покрытием холмы. Получается, что любовь была взаимной. В то же время стали входить в моду сады, для чего вокруг усадеб и загородных дворцов прокладывали длинные травяные дорожки между клумбами и цветами, а также устраивали большие площадки для игр. С началом якобинского периода появился вызывающий зависть садоводов всего мира английский газон с низко стриженной травой. Создание газона нельзя приписать какому-то конкретному человеку, хотя в числе его наиболее рьяных проповедников обычно называют Фрэнсиса Бэкона, который писал: «У лужайки есть два достоинства. Во-первых, нет ничего приятнее для глаз, чем низко стриженная зеленая трава. А во-вторых, лужайка красиво оформляет сад». Нет ничего прозаичного. Хотя газоны делали не только из трав. Достоверно известно, что газонное покрытие часто устраивали из ромашки. А к концу якобинского периода английский газон завоевал прочную репутацию. И один из авторитетнейших французских садоводов по имени Даргенвиль в 1709 году писал: «Травяные лужайки так великолепны, что у себя во Франции мы вряд ли сможем надеяться вырастить нечто подобное». Но мода меняется, и в начале XVIII века наступила эпоха пейзажного сада, и всю площадь сада стали занимать трава, деревья и вода. А по всей Англии на огромных пространствах начали регулярно косить и прикатывать траву. В настоящее время трава для газонов – это не только радость для глаза, но и кругленькая сумма для собственного кармана. Вы, наверное, заметили, что многие блогеры, демонстрируя свои приусадебные участки, показывают цветы, выращенные в горшках на бетонных плитках. Потому что уход за газоном – дело хлопотное. И все же, каждый уважающий себя англичанин не поскупится создать натуральный пейзаж у себя за окном. Интересно, что декоративные и спортивные газоны различались с самого начала, и сейчас производство травы поставлено на поток и является развитой индустрией.
Дерн выращивается на специализированных фермах, на которых имеется много сортов травы, предназначенные для газонов, полей для гольфа и спортивных стадионов. Ну и также для владельцев домов, которые используют его для быстрого создания газона. На ферме почву выравнивают конусообразным способом, чтобы вода от полива и дождей не застаивалась. Удобряют ее, засеивают. Первые всходы появляются уже через 3-4 недели. Траву часто скашивают, примерно 50 раз за 2 года. А урожай собирают с мая по октябрь на специализированном оборудовании, нарезая его на дорожки по стандартным размерам. Дерн поднимается по конвейеру и сворачивается в рулон. А вот здесь уже, пожалуйста, поподробнее, так как, приближаясь к последнему этапу переделки нашего внутреннего двора, мы обратились в местную компанию, предоставляющую профессиональные услуги по укладке газона. И не изменяя нашим традициям, когда прежде чем нанять работника, его усаживали за стол, кормили и наблюдали. Считалось, что кто хорошо ест, тот хорошо работает. И лишь уже со времен советского кинематографа мы помним эту фразу уже совсем по-другому. Что? Я говорю, кто не работает, тот ест. Учись, студент. История эта не быстрая. Во-первых, мы дождались своей очереди, когда компания занялась нашим двором и прислала своего работника в первых числах мая, чтобы он отравил нашу траву, полив ее специальной жидкостью. И в течение 3 недель трава, сорняки стали погибать, меняясь в цвете. Но нам пришлось подождать еще какое-то время, потому что эту работу надо проводить, когда почва сухая, а у нас были нескончаемые дожди. Наконец-то, в начале июля работники компании Cambria Tube, занимающиеся семейным бизнесом в нашем регионе уже более 25 лет, приехали, чтобы завершить последний этап своей работы и сделать нас счастливыми. Почву выровняли под легким наклоном, от дождей, разумеется, и постелили рулонный газон. Не без перерыва, конечно же. Все мы люди, все мы человеки. Теперь можно принимать гостей на природе и делать барбекю. Трава выросла густая, мягкая, на которой хочется полежать, не опасаясь зеленых следов на одежде и опасаясь, что нет много времени для этого из-за дождей. На то она и англичанка, знает, как нагадить. Вот и весь секрет. Стрижем и поливаем. Стрижем и поливаем. А через 300 лет получаем настоящий английский газон. Наступило время опять подстригать траву.